Итак, открывая капот Форс Scorpio своего, мы видим вот такой корпус воздухана. Многие у меня спрашивают, зачем вот именно такой, понты какие-то. Объясняю. Покупал я его 6 лет назад, э, тоже с открытым корпусом воздухана, но он был сделан из фильтра нулевого сопротивления. Он был чуть меньше, там фильтр весь был вырезан, и туда вставлен такой же жигулевский фильтр. Но его менять было не очень удобно, потому что мне постоянно нужно было его сжимать, и он комкался, и выглядело это не очень. Ну, то меня сильно тогда не трогало, пока не стал он трескаться. Вот здесь крышка у него. Сейчас не покажу, я его уже выбросил. И я решил поставить жигулевский, обычный. Сначала хотел именно обычный поставить, без всех этих вырезов. Даже купил, у меня не было для холодного времени суток, фордовский, вот такой вот для патрубка отражатель на коллектор, чтобы можно было сюда вот на патрубок одеть, и чтобы теплый воздух, ну, на зиму переключить, как все это нормальные люди делают. Но, как выяснилось, я его поставил, он перестал ехать, ему перестало хватать воздуха, он начал давиться. Езжу я на газу, вот у меня этот самый стоит Томасета. Вот, думаю, ну ладно, я тогда перенастрою. В принципе, второе поколение, легко перенастраивается. Настраивал, он так и не поехал. Да, он едет, но ощутимо хуже. Ну, что делать? Я тогда взял и обрезал жигулевский, оставил вот эту вот штуку. Здесь должен быть еще такой патрубочек для картерных газов, но его здесь не было, пока что, ну, я просто заглушил. Вот, потом со временем я туда приварю трубочку и картерные газы сюда отведу. Хотя, в принципе, если посмотреть сюда на трубочку, вот я туда руку засовываю, вот у меня сухой палец. Картерных газов у меня нет. У меня двигатель в хорошем состоянии. Ну, не суть. Почему же так получается? А все потому, что карбюратор здесь не родной, а с москвича. С 2141. Поэтому родной воздухан сюда не поставишь, воздушный корпус воздушного фильтра. То есть по креплению я там на разборках смотрел, есть там они в принципе продаются, но они не подходят по креплению крепко. И плюс они пластмассовые, то есть как-то там переварить, заварить, ну, это очень большой геморрой. И я отъездил на таком открытого типа воздухане, ну не знаю сколько, 3 зимы, прежде чем поменял на этот корпус. Слушайте, ну, в принципе, я никакой разницы не вижу. То есть, ну, проблем в холодное время суток, что, ну, то есть, без подачи теплого воздуха, может, где-то там немножко больше кушает в какой-то промежуток времени, когда чтобы прогрелся двигатель, может быть, но я не ощутил, как бы. А вот когда я поставил тут этот корпус воздушного фильтра полностью закрытым, как он должен быть, то ему воздуха не хватает. Ну, так как здесь все-таки 2 литра, а этот корпус рассчитан максимум там на 1700 объем двигателей, то вряд ли. Вот. А мне важно, чтобы, в принципе, автомобиль ехал более-менее адекватно. И я остановился аккуратненько, обрезал это все болгарочкой, покрасил, поставил. И теперь у меня, в принципе, дешевый, во-первых, дешевый фильтр, вот, качественный, нормально смотрится и едет довольно-таки бодренько. Ну, понятное дело, что это не одна здесь доработка в этом автомобиле, чтобы он бодро ездил. Ну, понятное дело, что в 25-м году даже это уже не бодро, но тем не менее по сравнению с тем, что было, очень даже и очень. Кому, я думаю, кому-нибудь это пригодится. Всем спасибо, до свидания.